Привет, дорогие друзья! Привет! Сегодня мы будем готовить очень популярное грузинское блюдо чохагбили. Его популярность давно уже вышла за пределы Грузии, и в том числе в книге наших семейных рецептов оно тоже заняло достойное место. Это рагу из курицы с овощами. Но изначально готовили его из фазана, потому что фазан по-грузински хохоби. Ой, ты грузинский знаешь? Части фазана, да. Так сказать, охотничье блюдо перекочевало на обычные столы, и дальше уже в чохагбили кладут курицу или индейку. Ну, в общем, это овощное рагу с курицей. И сегодня у нас курочка, она фермерская, такая желтенькая и красивенькая. Вот, обычно некоторые убирают шкурку с курицы, но поскольку у нас курочка фермерская, у нее шкурка такая аппетитная, и тем более, что по рецепту курочку сначала надо обжарить, мы решили шкурку оставить. Ну что, начнем? Поехали. На хорошо разогретую сковороду капнем немного растительного масла и начнем выкладывать курочку. Нам надо обжарить ее с двух сторон до румяной корочки. Вот сколько жира дала наша курочка. Но если у вас курица маложирная, можете добавить грамм 30 сливочного масла. Пока курица жарится, нарежем лук на небольшие кубики. Курочка со второй стороны тоже поджарилась, можно вытаскивать. Высыпаем лук в этот жир, который нам дала курица. Распределяем его и начинаем тушить, чтобы он у нас стал прозрачным и мягким. Уменьшаем ход и накрываем сотейник крышкой. Пока лук тушится, подготовим помидоры. Делаем такие надрезы, чтобы легче было очищать шкурку. Положим томаты в миску и зальем крутым кипятком. Прошло 5 минут, и кожицу с помидоров снимаем очень легко. Нарезаем помидоры такими мелкими кусочками. Вы, конечно, можете облегчить себе задачу и взять томаты в своем соку чищенные, но мы делаем так, как принято было в нашей семье. Лук у нас стал золотистый и прозрачный, но для большего усиления золотистого цвета в Грузии кладут эмеретинский шафран. В отсутствие эмеретинского шафрана можно добавить немножко куркумы. Перемешаем. И на этот чудесный лук выложим нашу обжаренную курочку. Сок, который выделился из курочки, тоже наливаем в сковородку. И закрываем крышкой. Оставляем курочку с луком на маленьком ходу еще минут 5. Нарезанные помидоры сразу отправляем в сотейник. Все как следует перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем минут на 10-15 на среднем огне, чтобы помидоры дали сок. 15 минут прошло, и пришло время добавить остальные ингредиенты. Добавляем столовую ложку томатной пасты, перемешиваем. Добавляем паприку, острый перчик, сахарный песок, чайная ложка, чтобы сбалансировать кислоту томатов, и чайная ложка соли. И все опять перемешиваем.
Закрываем крышкой и оставляем сотейник еще минут на 7-10 на маленьком ходу. А пока нарезаем мелко чеснок. И зелень. Самое главное здесь зелень – это базилик. Еще мы взяли кинзу, но если у вас есть петрушка или какая другая зелень, которая вам нравится, можете использовать. Но базилик и кинза, они обязательные здесь гости. Осталось добавить к нашему блюду чесночок и зелень. Все еще раз перемешаем. Ой, друзья, какие тут ароматы стоят. Выключаем плиту, закрываем крышку и оставляем еще на 5-7 минут потомиться, чтобы потом попробовать. Ну что? Можно уже? Нужно. Смотри. Какая красота! Ух, какая красота. А какие ароматы! Так, сейчас я попробую. Соль, перец. Все нормально. Ну тогда уже выкладывай. Ну давай. Выкладываем прям. Красоту невероятную. Опа-на. Ну что, давай-ка попробуем. Давай Ложечкой. Кто Да. первый? Я, как всегда. Посмотри, какая курочка. Она ложечкой Да. делится. Я сейчас тебе дам. Подожди, не торопи меня. Я не хочу, чтобы что-нибудь капнуло. Чё? Ну как? Das ist fantastisch. Сейчас я попробую. Курочка ароматная, мягкая. Все эти ароматы чесночка, томатов, базилика, все смешалось воедино, и вкус получился непередаваемый. Ты согласна? Да, все. Я хочу еще. Это что-то с чем-то. Дорогие друзья, мы вам очень советуем. Настоятельно рекомендуем. Побалуйте себя такой вкуснятиной. Вы не пожалеете. Так что подписывайтесь на наш канал, не пожалеете. Оставляйте свои комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих родных и близких потрясающей вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!